Добрый день, с вами ведьма Аграфена, мой канал Магия и колдовства. Занимаюсь всеми видами магии, в том числе магия защиты, нападения, рассоры, любовная магия. Подробно обо мне, моих услугах вы можете узнать у меня на сайте Аграфена Таро, Аграфена.com, найти меня в Инстаграме, найти меня в Телеграм-канале, где я публикую более закрытые материалы, которые не проходят модерацию на других площадках. Сегодня у меня обычно мой прогноз на неделю. Выходит экстренным выпуском, поскольку несколько недель я не могла работать. Моя помощница с первых дней войны сидит в подвале, то есть в тяжелом состоянии, там не высыпается. Теперь я, как говорится, выхожу все своими рученьками. Значит, в среду, как во вторник, будет, как обычно, прогноз на начало апреля. Итак, 21-27 марта, вторая половина, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог и Водолей. Помним, что высшие силы влияют в зависимости от нашего пола, социального положения. И помним, что срок неделя, да, то есть они отыгрываются в зависимости от срока по-разному. Так, наша Дева, с чем она входит? Дева сходит с деньгами. Вот как. Дева максимально сосредоточена в своих планах, они у нее реализовываются. По работе. Девятка жезлов. Прорывайтесь через какие-то трудности. Много энергетических затрат, но вы их как бы отбиваетесь, решаете. То есть это все решаемо, ничего такого, чтобы как бы безвыходного тут нет. То есть труд. По вашим социальным связям, скорее всего, что вы уходите от какого-либо общения, избегаете, ничего никому не доказывайте, старайтесь ни с кем не вступать ни в какие разговоры, переговоры, хотя вас эти люди могут пытаться там что-то искать, что-то вам пытаться рассказывать. То есть избегаете людей. По состоянию здоровья восьмерка пентаклей перевернутая. Явно, что вы тут результат переутомления. Вы все тянете на себе, возможно, и быт, и работа, и какие-то еще, и недостаточно времени. Может, вы не высыпаетесь, может, вы не доедаете, может, вы не доедаете то, что нужно. То есть переутомление, все, что связано с переутомлением, угрожает Деве. Так, любовная жизнь. Любовная жизнь очень интересная. Дьявол. Ну, смотрите, дьявол — это хорошая карта для любого рода, в том числе чернушников, типа меня. С другой стороны, если вы не находитесь на этой стадии, это может означать и какую-то тайную связь, какое-то предложение переспать с женатым, какой-то, даже можно сказать, опасность, зависимость, пасть любовную, ощущение действия приворота, то есть вмешательство, какой-то рассоры и так далее, что-то вот дьяволит в личной жизни. И итог ваш: Вестник мечей, раздражительность, мелкие ссоры, возможно, такие мелкие гадкие враги. Ну, Дева, кстати, она достаточно такая нервная, раздражительная и любит. Стремление к идеальному запахивает Девы. Будьте внимательны. Так, наши весы. Шестерка жезлов. Весы очень любят эту карту. Шла, но потом передумала. То есть какой-то что-то вас останавливает, что-то вам мешает куда-то быстро двигаться. Помним, что шестерка — это маленькая карта, то, скорее всего, что это ваши сомнения. И, в общем-то, ну, это те препятствия, которые вы можете преодолеть. Ну, посмотрим, что с чего вас так останавливает. Так, наша работа весов, нерешенность, все по-старому. Решение старых вопросов. Если у вас вопрос трудоустройства не решен, он так и остается в стадии решения. Для тех, у кого работа с клиентами, то есть все по-старому, те же клиенты, те же дела. Та же работа. По состоянию общества с вами, друзья, окружение: король пентаклей, надежный человек, финансовая помощь, какая-то вот достаточно такая вот финансовая карта, карта помощника, карта человека, на которого можно опереться
хоть король пентаклей, ну, какой-то родственник, который что-то вам как помогает. Состояние здоровья тройка жезлов не означает какого-то серьезного ухудшения, однако вы можете чувствовать какие-то разные симптомы неопределенные, да, что-то то там, какая-то то температурка, то мороз. То есть фактически какой-то направленности четкой по организму нет. Нужно пока это не реагировать на это, да. Вестник жезлов. Вестник жезлов — это интересная карта перевернута, то есть все вами интересуются, но все это без толку. Особенно если вы одинокие весы, то есть какой-то интерес вспыхивает, вокруг вьются какие-то люди, которые что-то вам интересуются. Это и для мужчин, и для женщин. Но если вы в браке, в отношениях, это скорее у вас возникают хлопоты с детьми, непредвиденные хлопоты, которые вам придется решать в текущем порядке. По вашему итогу четверка кубков. То есть тут вы соберетесь делать то, что давно не делали, давно откладывали. И какое-то все-таки примите решение. Вот, ну, видимо, это шестерка жезлов. Всю неделю будете думать, а потом все-таки сделаете. Ну, каждый знает, да, о чем. Что у нас очень много, а расклад общий. Весы скорпионы. Скорпионы беспокоятся о своем денежном достатке, хотя это все равно карта денег, однако вас это что-то очень тревожит. Что происходит? Возможно, какие-то там бумажные проблемы, связанные с деньгами, да, какие-то там требования, что-то как подтвердить, подписать. Есть такое. По работе пятерка кубков перевернутая, да, то есть две чаши пустых. Сколько тут? 3 пустых, 2 полных. То есть частично, ну, то что что-то частично вы продолжаете делать. 3 чаши пустых, то есть это все по-старому, но оно как бы немножко уменьшилось, да, что-то к вам частичная такая, как бы даже сказать, заполнена занятость, особенно для бизнеса. Ну, или возвращаетесь, если вы не работали, да, перерыв какой-то был, возвращаетесь к работе, но без особой интенсивности и радости. Для тех, кто не занят, который ищет работу, также вам могут предложить какое-то вот, ну, не очень радостное предложение. Видите, человек как наполовину оно пустое для вас. Так, по социуму много звонков, информации, люди вами интересуются, много выходов на контакт, также решение бытовых вопросов. Ну, по мелочи. То есть вы очень много контактов, переписок, какие-то обсуждения идет. Так, по здоровью башня. Башня, будьте внимательны, возможно, что вам... С одной стороны, если у вас какое-то легкое заболевание, и в принципе вы здоровы, эта карта означает, что вам придется чем-то вот бороться, вот собраться-то с силами. Вообще башня, будьте внимательны. То есть организм на стреме, что что-то, какая-то борьба иммунитета, особенно для тех, у кого хроника. Башня означает, ну вот, что придется обращаться куда-то, что башню нельзя как в здоровье обойти. Для тех, кто по сути здоров, то есть ваш иммунитет еще может эту ситуацию побороть. Если вы вот чувствуете, что вы вообще здоровы, то башня может скорее означать, что вам придется чем-то от себя, может, ограничить, какие-то пособлюдать правила, что-то, то есть мешаться можно самому, поддержать себя. Для остальных эта карта опасная. Шестерка кубков, все по-старому, встреча со старым другом, любовником. Также это может, в принципе, любая встреча быть в личной жизни. Но чаще всего она указывает на человека, который больше вам как друг. Ну вот, любовь, дружба, встреча за чашкой кофе. Чаще всего это бывшие или те, с которыми вы хорошо уже давно общаетесь. Хотя это может быть и новый человек для одиноких. Для тех, кто уже в браке, это семья в кругу общения ваших родственников. И карта нового начинания. То есть вы думаете о том, что продумываете новый стиль жизни, что ли. Все по-новому пойдет. У вас какое-то принято решение. Жизнь по-новому. Так, наши стрельцы.
Стрельцов какой-то вот тяжело на душе, бессонница, и они не могут понять, что им делать дальше. То есть совершенно вот мутная ситуация из прошлого периода, вообще ничего не ясно, непонятно. Так, по работе, что-то проясняется по работе, либо выйдет человек, что-то вам сообщит, этот отшельник, который все-таки появится, и либо человек, который долго не проявлялся, или ситуация мутная. Вот, кстати, это, скорее всего, что уже они друг друга как-то смыкаются по значению, то есть, скорее всего, что неясность в работе проявляется, ситуация проясняется, да, какая-то определенность, какое-то указание вам будет, либо также вы будете, особенно хороша карта, кстати, для всякого рода астрологов, нумерологов, тех, кто занимается тайнами, диверсантов, детективов, вы как бы что-то для себя откроете очень важное и нужное. Так, ваши родственники, окружение, колесо фортуны перевернуто. Пойдет старые ваши друзья, знакомые, но они ничем вас не удивят, потому что вот какие они были, такие они и есть. Возвращение к старому, ну ничего, как говорится, интересного. То есть старые дела, старые контакты, все по-старому. Состояние здоровья хорошее, королева кубка. Возможно, поддержка какая-то эмоциональная, или какой-то прием каких-то легких там лекарств, которые больше это даже какое-то там в виде питья, в виде каких-то, может быть, настоек, отваров. То есть, по сути, состояние ваше хорошее, эмоциональное в том числе. Так, вот королева жезлов, это сама стрелец. Вы особенно прекрасный, привлекательный. Для мужчин это встреча с женщиной. Как-то вот так. Встреча со своей женщиной. Для семейных это стрелец очень активен на этой неделе. Можно сказать, бодр. Несмотря на то, что вот что-то вот отшельники, луна что-то его гнетет, но тем не менее он активно решает этот вопрос. И конец недели опять бывшие, вот это колесо фортуны накручивает. Из прошлого опять бывшие какие-то возвращаются. Очень много бывшего. Бывшего тут прям валом. Козерог. Козерог. А вот Козерог забился в угол, в тайне сидит, за всеми наблюдает, сам себя не проявляет. Также некая тайна, также не какая-то запутанная ситуация. Либо это очень похоже на самого Козерога, хотя это может быть и влияние вот какого-то непонятного человека, такого хитрого, который в тайне за вами наблюдает. По работе, шестерка жезлов, тормоз. Ну, помним, что это карта маленькая, да, номинала у нас шестерка. Что-то тормозит, что-то мешает, кто-то вставляет палки в колеса. То же самое касается существующей работы, но если вы в поиске, карта также говорит, что задерживаются какие-то ответы. Пока это не отказ, но это задержка. Так, кто у нас тут? Новое начинание. Так, новое окружение. Вы окажетесь внутри какого-то нового общества, новых людей, каких-то новых незнакомых вам, что ли. Вот. То есть вы отдаляетесь от старого круга и окажетесь с новыми вопросами о состоянии здоровья. Восьмерка мечей. Смотрите, это проблемы с горлом, это проблемы, может быть, верхние дыхательные пути, ухо, горло, нос, там, трахея, бронхит. У кого там проблемная щитовидка, помните, что это вот такая вот карта указывает на острое состояние. Так, пятерка кубков. Ну, все по-старому. Причем без особого удовольствия. Видим, что карта такая немного грустная. 3 кубка у нас вылета пустых. То есть третесь на том же самом месте. Либо это, если вы возвращение бывшего какого-то козерогом. Кто-то возвращается, и старая шарманка идет. Вот то же самое, которое, ну, то, что вам не нравилось, оно также продолжается. Вот это все. Для семейных отношений это также может возникнуть какая-то старая история, на которую вы очень эмоционально реагировали, и вот опять вы будете огорчены, что то же самое он вам твердит.
Королева Пентаклей, ну это сама женщина Козерог. Ну что, Козерог, как всегда, занимается, подсчитает денежку, считает, сколько чего стоит, экономия, заземление, то есть планирование. Также для мужчин Козерога ваша женщина, вот она. Может она возникнет со старым своим материальным вопросом, кстати. Так, и Водолей. Так, Водолей в каком-то свободном плавании, повернулся спиной к прошлому какому-то там, что-то смотрит на какие-то далекие берега. Возможно, поездка дальняя, но внутри страны. Или к морю. То есть так. По работе много эмоций, какой-то творческий порыв. Единственное, что это несколько карта не о деньгах. Тут скорее речь идет о контактах, о переговорах. Очень много с клиентурой, в том числе, если вы работаете с клиентурой. Пока не понятно. То есть вами интересуется, вы всем нравитесь, ну вот так. Пока о чем дальше. Вестник кубков. Незначительные, несерьезные люди. Какая-то детская непосредственность, но вам не стоит на них надеяться, потому что это дети, это по сути все несерьезно, что какие-то бесполезные разговоры ни о чем. Что они там вас хотят? Только развлечься можно, какие-то серьезные дела, ну, не надейтесь на них. Двойка Пентаклей, состояние здоровья неплохое, однако вы балансируете, пытаетесь сигнал организма как-то реагировать на них, то в одном месте, то в другом. В целом состояние неплохое, но оно нестабильное. Даже если улучшение, то оно вдруг может тудым-сюдым болтаться, да, то есть оно нестабильное. И выздоровление, в том числе и ухудшение не сильного не происходит. То есть выпили таблеточку, получшего, а потом, значит, да, через сутки опять хуже. Так, королева жезлов. Смотрите, у вас появляется в вашем окружении некая дама, это для мужчин водолеев. Также важное какое-то интересующее вас событие. Для женщин какой-то важный сигнал. Для женщин, возможно, конкурентка. Сколько водолей, знак мечей. Что-то такое, какая-то тетенька. Пытается перетянуть на себя внимание, понимание. Так, конец недели, шестерка пентаклей перевернута. Ну что, водолей огорчен, пересчитывая свои какие-то затраты, что-то мало, хорошо, но мало, что-то с деньгами его тревожит. Ее, водолеиху, водолея. Как где деньги, собственно? Куда делись деньги? Вот такая вот неделя для знаков зодиака. Помните, что это все гадание на неделю. И оно зависит также, с каким знаком находитесь ли вы яркий водолей, допустим, или вы в переходном каком-то периоде родились. Ну и зависит от пола, ваше социальное положение, занятия и состояние здоровья. Все гадания я стараюсь оговаривать под эти нюансы. До свидания. Все мои контакты под этим видео. WhatsApp, Viber. Все пока работает. До свидания.